Добрый день, мои дорогие зрители, подписчики и гости канала. Сегодня мы с вами продолжим разговор о планетах. На очереди у нас Меркурий, планета интеллекта, планета коммуникаций. На санскрите интеллект именуется Будхи, и имя Меркурия на санскрите Будха. Он также известен как Кумар, не состоящий в браке, юный принц или юноша. Меркурий – принц среди собрания всех 9 планет. Согласно Линга-Пуране, Будха или Меркурий является сыном Луны и его жены Рахини. История, я вам ее расскажу чуть позже, сегодня, как Чандра соблазнил жену Брихаспати, Юпитера Тару, и от нее родился Будха. Одно из имен Меркурия – Саумья, то есть сын Сомы, сын Луны. От Меркурия происходит вся лунная династия. Чандра, являющийся его отцом, дружественен к нему, но Меркурий, зная, что он сын жены Юпитера, очень враждебно относится к Чандре, совратившему его мать. Меркурий – это очень холодная и влажная планета. Будучи нейтральным, он изменяет свое влияние согласно природе тех домов и знаков, в которых он располагается. Именно поэтому считается, что его природа очень-очень подвижна. И вот вам легенда. У Брихаспати, Юпитера, наставника и жреца полубогов, была очень красивая жена по имени Тара. Однажды она увидела прекрасного Чандру и безумно влюбилась в него. Чандра же был учеником Брихаспати, и со стороны жены учителя было несомненным грехом испытывать любовное влечение к последователю ее мужа. Но страсть ее была так велика, что чувства Чандры воспламенились, и он похитил Тару. Чандра и Тара стали жить, наслаждаясь супружеским счастьем. Так проходили день за днем, и об этом узнал Брихаспати. Затем он послал учеников, чтобы вернуть Тару домой, на что Тара ответила отказом. Брихаспати посылал учеников вновь и вновь, но все без результата. Тогда он сам пошел в дом Чандры и потребовал возвращения жены. Брихаспати обратился к Чандре с такими словами: «О Чандра, ты знаешь, что убийца Брахмана, вор золота, пьяница и тот, кто женится на чужой жене, даже тот, кто общается со всеми вышеупомянутыми грешниками, ответственны за 5 величайших грехов. Уже поэтому ты недостоин жить на Девалоке в мире богов. Или ты вернешь мою жену, или я прокляну тебя». Но слова учителя никак не подействовали на Чандру. Он ответил своему наставнику, что Тара пришла в его дом по собственной воле и оставит его только по своему желанию. Разгневанный Брихаспати обратился за помощью к Индре, царю богов, который пригрозил Чандре войной, если он не отдаст Тару. Но и это не возымело действия, и тогда Индра стал готовиться к войне. Слухи о разногласии между богами достигли асуров, и тогда Шукарчая, Венера, наставник демонов и давний враг Брихаспати, встретился с Чандрой и предложил ему помощь в случае войны с Индрой. Он также настоятельно советовал Чандре ни в коем случае не возвращать Тару. В конце концов, война таки началась. Во Вселенной воцарился хаос, и тогда вмешался Брахма. И призвал он Чандру и Шукру остановиться. По своему положению они не могли ослушаться Брахму, Творца Вселенной, и прекратили сражение. И Чандра возвратил Тару. Таким образом, вражда прекратилась, но возникла новая проблема. К тому времени Тара была уже беременна. И каждый соперник считал себя отцом ожидаемого ребенка. Она родила необычайно красивого мальчика, и во время церемонии именоречения Брихаспати выступал как отец. Когда новость достигла Чандры, он отправил посланника к своему наставнику. Конфликт нарастал и готов был вновь вылиться в новую войну. Тогда Брахма отправился в дом Брихаспати и спросил Тару, кто в действительности является отцом ребенка. И Тара сказала, что отцом ребенка является Чандра. Брихаспати по указанию Брахмы отдал ребенка Чандре. Этот ребенок, имя которого Будха, стал богом планеты Меркурий. И Меркурий, как великий вестник богов, символизирует речь, общение и торговлю. Одна из его низших функций – это организация и структурирование материальных ресурсов. А вот на более высоком уровне он обеспечивает нам доступ к внутренним потребностям, к глубинным силам ума. Меркурий управляет образованием, письмом, счетом и целенаправленным мышлением. Как самая быстрая из всех планет,
он обладает способностью к острому усвоению знаний, а также легкостью и пластичностью в самовыражении. Он ускоряет обмен идеями, информацией, материальными ценностями. Меркурий – это интеллектуальная и несколько нервная энергия в ее активных проявлениях. Следовательно, по расположению Меркурия в гороскопе можно судить об интеллектуальных способностях человека и о степени его умственного развития в житейском смысле. Меркурий – это дитя. Он отвечает за состояние детства в широком смысле слова, в особенности за период между младенчеством и отрочеством. Пораженный Меркурий может указывать на то, что в детстве человек часто болел, сталкивался с проблемами в семье или же испытывал трудности с учебой. Негативное влияние Меркурия может отражаться на умственном развитии ребенка, а также вызывать какие-то нервные и легочные заболевания. Вообще Меркурий разрушает преграды между людьми. Он обнаруживает единство человечества и общность человеческих нужд. Поэтому ему не чужды какие-то идеалы сострадания, равенства, основанные, правда, не столько на эмоциях, сколько на прагматизме и здравом смысле. Владелец пораженного Меркурия без зазрения совести может эксплуатировать других людей. Но бывает так, что уровень материального благосостояния при этом очень сильно повышается. Меркурий – это важный фактор для определения профессионального призвания человека, потому что в известном смысле наша профессия – это наша форма взаимодействия с обществом. Меркурий показывает наше место и функцию в той системе взаимообмена и взаимных сделок, какой представляет собой мир вещей и идей. С этим связана и роль этой планеты как покровителя образования и профессиональной подготовки. Меркурий – это тот самый ребенок, из которого вырастает взрослый человек. В индивидуальном гороскопе Меркурий отвечает за формирование жизненных ценностей и также материальных ценностей. Это цены на товары, стандарты качества, ценности какие-то художественные, ценности духовные. Это все различные ипостаси Меркурия. Меркурий – это самая переменчивая из планет. Он с большой легкостью перенимает природу тех планет, с которыми вступает во взаимодействие, как благотворную, так и пагубную. Под его влиянием человек склоняется ставить общение и общественное мнение превыше истины и может попасть в зависимость от той силы, которая преобладает в его окружении. Меркурий – это очень иллюзорный ум, не имеющий какой-то реальной основы, но лишь отражающий то, что ему кажется реальностью, а на деле может оказаться не более чем заблуждением органов чувств человека. В своем высшем проявлении Меркурий представляет способность правильного суждения о том, что есть истина, а что есть иллюзия. В этом и заключается наиболее утонченная и совершенная функция ума. На этом высочайшем уровне своей деятельности Меркурий ум есть Вишну, всепроникающее сознание, которое также является сыном Бога. Это руководящий всем сущим космический разум, источник, из которого на Землю приходят великие учителя и аватары божеств. Меркурий играет также очень важную роль в современной культуре и символизирует одно из главных ее достоинств – тенденцию к открытому общению, которая должна увенчаться в конечном итоге формированием единой общемировой культуры. Телефон, радио, телевидение, компьютеры – продукты меркурианских потребностей, совмещенных с инженерными талантами Марса. Впрочем, до сих пор мы не смогли подняться выше материальной сферы проявлений Меркурия. Мы научились обмениваться лишь материальными благами и поверхностной информацией, но мы не выражаем свое глубинное «я», мы его прячем. Развивая принцип низшего Меркурия через средства массовой информации, большинство людей погрязли в трясине банальности. Будха олицетворяет Меркурий в ведической астрологии, и ключевое значение Меркурия в ведической астрологии показывает детство, образование, интеллект, речь, торговлю и профессиональное призвание, и также еще приспосабливаемость человека. Меркурий очень двойственная планета. Как я уже сказала, он перенимает природу планет, с которыми взаимодействует.
Это самая быстрая из планет. Она дает способность к очень быстрому усвоению знаний и легкость в самовыражении. Будха – это наследный принц, это баловень судьбы, это любимец богов. Согласно мифам, Будха – это сын Тары и Чандры, а это значит, что Будха может указывать на незаконное происхождение, рождение человека. Будха – это евнух в ведической традиции. У него может быть необычный характер отношений с партнером, что рано или поздно проявится проблемами в личной жизни, как мы помним миф о царе Ила. Меркурий в гунах, саттвическая гуна – это стратегическое планирование, эрудиция, глубина и практичность знаний, ясность мышления, наблюдательность, юмор, который никого не обижает, да? Способность к самоиронии, контроль речи, гармония в отношениях, игривость. В гуне раджас – это коварство и хитрость проявления такой, знаете, назойливой всезнайки. Поверхностность в знаниях, в отношениях, отсутствие практичности знаний, узость понимания жизни, закрытость новому, консерватизм, слишком заумная речь, гордость своим интеллектом. А в гуне тамас – это хаотичная, бесконтрольная активность, бессмысленная болтовня, бестолковая деятельность, отсутствие какой-либо цели, критика, сплетни, коварство, двуличие, проблемы с нервами. Все это тоже про Меркурий. Будха рождается головой вперед. Камень его изумруд, яшма, нефрит, аквамарин, оливин. Цвет зеленый, серый, форма треугольник, сторона света север, смотрит влево. Хитрая, любопытная и очень переменчивая граха. Созревает он к 32 годам. Будха представляет из себя юношу. Если он чувствует себя хорошо, Меркурий, то человек может выглядеть очень молодо, особенно если Меркурий связан с Лагной. Меркурий курирует возраст от 4 до 14 лет. Это 3 доши, то есть акцентированы все 3 доши, Врата, Пита, Капха. Гуна раджас, металл имеет бронза, латунь, день недели, среда. Курирует все 6 вкусов, вяжущий, горький, кислый, острый, сладкий, соленый. Стихия Притхи, земля, чувствует все запахи, очень хорошее обоняние. Друзья Меркурия – это Солнце, Венера, Раху, Кету, Марс, Юпитер и Сатурн – нейтральный к Меркурию, и Меркурий поддерживает вражду, как мы помним, с Луной. Чакра шеи и горла, чакра гармонии находится в области щитовидной железы. Здесь живет наш внутренний голос. Благодаря именно этой чакре мы учимся слышать его и развивать свою собственную интуицию. Курирует Вишудха чакру, которая связана с первоэлементом Акаша, пространство, эфир, то, в чем движутся все остальные первоэлементы. Это основной элемент. Вишудха чакра курирует способности проявлять себя в жизни, способность вести наружу то, что есть изнутри, способность добиться результата, что-то создать. Если мы с вами рассматриваем гороскоп человека в контексте бизнеса, обязательно нужно смотреть, как чувствует себя Меркурий. Будха связан с щитовидной железой. Проблемы с Вишудхой часто сопровождаются проблемами со щитовидной железой, особенно это проявлено у женщин, потому что женщине труднее всего проявить себя в Кали-югу. Это именно то самое время, когда мы все сейчас с вами живем. Упаи для Меркурия по средам и не только. Общение со студентами. Очень благоприятно жертвовать студентам для их дальнейшего образования. Может быть, это книги, может быть, это какие-то курсы, может быть, знания, ну или хотя бы кормите студентов. Изучение точных наук, иностранных языков, астрология, может быть, у вас какое-то индивидуальное дистанционное обучение. Благоприятно посадка деревьев бескорыстно. Это очень сильно улучшает Меркурий. Кормить бездомных кошек, попугаев, употреблять зелень, употреблять салаты, зеленую пищу, ухаживать за неплодоносящими деревьями, зелеными растениями, гулять в лесу среди зелени, носить одежду зеленого цвета, носить изумруд или аквамарин, яшму, нефрит, перидот, зеленый агат, жагрит, зеленый циркон, зеленый турмалин. Очень мощная упая – это выбросить новый пустой графин в текучую воду.
носить кольцо из чистой стали, чтение священных книг, канонов, пост по средам, посвящение среды духовным практикам, учиться красиво, правильно говорить. Можно даже соблюдать обет молчания Мауна Врата, учиться тонкому, благостному юмору, это культивация качеств Меркурия в благости. Врата Катха для Меркурия есть на канале, продублирую в комментариях, а ссылку на плейлист про все планеты оставлю в описании. Янтра и мантра для Меркурия Ом Намо Бхагавате Будхадевая. Мантра для имени Меркурия Ом Будхая Намах. Семенная мантра для Меркурия Ом Бум, произносится с кратким У. Желательно также использовать семенную мантру Айм или Аим, мантру гуру, духовного наставника, и Сарасвати, богини мудрости. Эти мантры следует повторять по следам. Биджа мантра Будхи Ом Брам Брим Брам Сах Будхая Намаха. В среду хорошо говорить, пополнять телефонный счет, изучать, писать, продавать, коммуницировать с людьми. И чем больше вы это делаете, тем более успешным будет ваш день. Среда идеально подходит для интеллектуальных занятий, для развивающих игр, для разного рода обучающих курсов, изучения астрологии, иностранных языков. Также для того, чтобы начинать дела, связанные с покупкой или продажей, открытием бизнеса, аналитикой, подсчетами. Обучение на игре на музыкальных инструментах также очень хорошо, благоприятно гармонизирует ваш Меркурий. Успех принесут деловые переговоры, азартные поступки, прошу прощения. Проблемы в этот день будут легко решаться. Можно даже немного схитрить, но не забывайте, что и вас тоже могут обмануть. Неблагоприятно в этот день сплетничать, жульничать, перенапрягать как-то нервную систему, быть замкнутым, слишком серьезным или лениться. Хорошо что-либо изучать или читать. Не надо демонстрировать свои комплексы и проблемы в среду, они особенно бросаются в глаза и могут произвести нежелательное впечатление. Не давайте деньги в долг, но в долг брать можно. Ну, вообще я против любых долгов. В среду хорошо жертвовать школам, другим учебным заведениям, студентам, школьникам. Можно просто подарить, например, книги. В этот день надевайте одежду зеленых цветов, достаточно даже какой-то детали, какого-то аксессуара. В еде отдавайте предпочтение смешанным вкусом, экспериментируйте, проводите гастрономические эксперименты и наслаждайтесь. Очень благоприятно произносить, слушать мантры Меркурию. Ом Брам Брам Сах Будхая Намах, Ом Хрим Будхая Намах, Ом Бум Будхая Намах. Также у нас Меркурий отвечает за зону севера. Север – самый денежный сектор, наверное. Север содержит отличное проявление элемента воды, олицетворяющее благополучие, благосостояние. Поэтому в любом доме, когда мы усиливаем северные вибрации, это дает исполнение наших желаний, увеличение наших возможностей. В этом нам помогает божество Сома. Также за северный сектор отвечает божество, хранитель всех богатств Нараяна. Этот сектор имеет отношение к женщинам, поэтому недостатки северной зоны влияют в первую очередь на исполнение женских желаний, на счастье и здоровье женщин. Использование белого мрамора для напольного покрытия, естественный свет через окна в потолке, например, если у вас дом и какие-то мансардные окна. Очень благоприятно разместить в этой зоне серебро и жемчуг. Рядом с наружной стеной дома, с внутренней стороны, в центральной части сектора вырыть яму размером 1,20 м на 1,20 м, в глубину также 1,20 м. Выемка грунта в зоне севера тут же начинает давать нам энергию притока. В эту яму помещаем 500 грамм жемчуга и 35 грамм серебра. Сверху на жемчуг и серебро рассыпаем зерна риса, кладем камфору, заливаем белым цементом. В уровне пола эту яму мы закрываем решеткой, на которую укладываем белый мрамор. В этом случае в этой зоне у нас присутствует понижение уровня Земли, которое отдает положительную энергию и дополнительные вибрации энергии органического потока, создаваемого мрамором, серебром и жемчугом. Если нет возможности вырыть такую большую яму, то можно сделать маленькую размером 10 на 10 на 10 и сделать то же самое.
Если в потолке над этим местом есть возможность расположить окно, через которое будет попадать естественный свет, то этот свет будет усиливать позитивную энергию севера. Если нет возможности сделать окно, то в этом месте можно повесить хрустальную люстру. На северной стене можно повесить зеркальную панель. Зеркала очень сильно усиливают энергию. Только сделайте так, чтобы вы осмотрелись в зеркало на север. Хрустальная люстра в северной зоне поляризует свет и усиливает энергию органического потока. Снаружи в зоне севера можно установить фонтан, можно сделать водоем. Северная часть участка должна быть ниже южной зоны. Это зона, юг у нас зона оттока органической энергии. Если с юга в пространство проникает много света, то это значит, что энергия течет в обратную сторону и нарушает всю общую энергетику васту и приносит в жизни людей много проблем. Про юг рассказывала подробно в видео про Марс. Юг у нас связан с хозяином дома, поэтому дефекты юга в первую очередь отражаются на нем. В сутрах говорится, что при дефектах юга даже божествам сложно наладить в таком доме порядок. Юг также отвечает за состояние бизнеса. 9 больших камней на ландшафте, осколок от них в доме в южном секторе, как для юго-восточной зоны. 9 елей на ландшафте участка в этой зоне, 35 килограмм железа под полом в этой зоне или на участке. Обязательно наклейте желтую пленку на южные окна. Пирамидальные полые канапе из дерева или фанеры на потолке, 9 квадратных спиралей из железа. Желтые стены, желтое однопольное покрытие из камня и светильники с желтыми абажурами. 9 флагов квадратной формы желтого цвета на участке в этой зоне также нужно разместить. Пирамидальная крыша над южной зоной. Повышение уровня пола на 10 сантиметров относительно зоны Брахмастан и север. Если у вас на юге находится туалет, то с внешней стороны на двери нужно разместить декоративные стальные панели. Если с юга дорога упирается прямо в участок, то на воротах с внешней стороны благоприятно повесить щит из меди или железа, чтобы нейтрализовать негативный управляющий поток энергии. Если на юге есть открытая терраса, то это может принести потери. Над террасой необходимо сделать также пирамидальную крышу, по возможности закрыть это пространство. Разместить на террасе растения в больших тяжелых горшках. Растения имеют качество поглощать и перерабатывать негативную энергию. Также на террасе хорошо применять все другие методы коррекции, о которых я уже говорила. Если расстояние от границы участка с юга больше, чем с севера, то в зоне юга построить необходимо квадратную беседку с пирамидальной крышей для уменьшения расстояния с юга до границы участка и компенсации неблагоприятных воздействий на происходящее. Зона юга должна быть на участке выше, чем север. Северо-восток и восток. Колодец является серьезным дефектом, закопайте его, засыпьте песком и забудьте про него. Для нейтрализации негативных эффектов юга и юго-востока для нейтрализации влияния негативных эффектов юга очень хороша техника Сударшана Крия. Она включает в себя определенные естественные ритмы дыхания, которые гармонизируют ритмы всего тела, ума и эмоций, настраивают их на единый природный ритм. Сударшана Крия устраняет стресс, устраняет усталость, устраняет негативные эмоции, гнев, разочарование, депрессию и прочее. Делает человека очень спокойным, одновременно полным энергии, сконцентрированным, в то же время расслабленным. Если у дома П-образная форма, открывающаяся на юг, то это называется дыхание смерти, ямашала, и в этом случае все энергии притока заблокированы элементом Земли. В таком доме нужно обязательно достроить отсутствующий сектор или переехать. Для людей, проживающих в таком доме, у которых идет период хозяев 2, 7, 8, 12 домов, вероятность ухода будет сохраняться. Каракой чего является Будха? Во-первых, каракой интеллекта. В слабом положении часто бывают проблемы с памятью, таким людям надо дважды проверять то, что они делают.
В падении это могут быть проблемы с адекватностью выводов и каких-то суждений. Будха также курирует способы переваривать информацию, анализировать ее и делать соответствующие выводы. Если Будха чувствует себя неважно, человеку нужно не спешить с принятием решений. Показывает, как быстро человек соображает. Если плохо себя чувствует, то работать, например, авиадиспетчером ему нельзя. Конечно же, Меркурий является каракой речи. С помощью речи мы общаемся, и Будха отвечает за способность передавать свои мысли, чувства другим людям и делать так, чтобы люди это поняли. Дает способность грамотно писать, четко излагать свои мысли, чтобы всем все было понятно. Также это карака всех средств связи, компьютеры, телефоны, интернет, различные издания. Кодирует способность человека жить в обществе. Таким образом, здесь идет создание и реализация кармы. Также Меркурий является каракой бизнеса, коммерции, деловых способностей человека, умения общаться с людьми. Бизнес делается только среди людей. Чем лучше себя чувствует Меркурий, тем больше деловых способностей у человека. Карака памяти, нервной системы человека, карака импотенции, карака снов человека, посредник между людьми и богами. А сон – это промежуточное состояние. Меркурий также является каракой учебы. Чем хуже он себя чувствует, Меркурий, тем человек меньше хочет учиться. Карака игр самых разных, от детских до взрослых. Если он чувствует себя плохо, то человек может много и долго играть и, конечно же, доиграться. А Меркурий отвечает за приспосабливаемость человека, он дает способность копировать других людей, речь, поведение. У кого сильный Будха, то этот человек может быть очень хорошим артистом. Меркурий курирует чистую, аккуратную одежду, курирует все способности человека. То, как чувствует себя Граха, определяет, какую карму он несет. Будха очень любит скопление людей, места, где люди встречаются, развлекаются, рынки, ярмарки, гуляют трудящиеся, а также аэропорты, магазины, вокзалы, банки, офисы, организации. Меркурий также отвечает за экстерьер и курирует кожу человека. Проблемы с кожей, когда Будха чувствует себя плохо, у людей бывают. Курирует летающие создания, карака адвокатов, положение в карте, если находится Меркурий в рыбах, раке, овне и скорпионе, чувствует себя плохо. В рыбах он находится в падении, это самое слабое место. Меркурий также отвечает за детство, и пораженный он может указывать на то, что в детстве человек часто болел, имел проблемы в семье или какие-то трудности в учебе. Неблагоприятное положение Меркурия может вызывать нервные легочные заболевания, проблемы с кожей. Хорошее положение в своих знаках – это Дева и Близнецы, особенно в Деве, потому что здесь Меркурий находится в экзальтации, в самом сильном своем положении. Также он может дать очень хорошие результаты в спорте. Благоприятно расположенный Будха наделяет человека добрым нравом и психической уравновешенностью. Показывает высокий интеллект, гибкость ума и чувство юмора. У меня на этом все, мои дорогие. Ставьте лайк, если вам видео было полезно. Делитесь в комментариях, что нового узнали. Делитесь видео с друзьями. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Всем волшебного дня!